Ну что ж, друзья, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Решил я сегодня рассказать вам о новом питомце, которого зовут, как вы знаете, Баррок. Что по нему можно сказать? Вот он у меня сейчас скачан на уровень 3. Давайте сразу посмотрим, какой... Ой, нету, да? Сорямба. Посмотрим, как он будет выглядеть вообще на максималке. Вот 26-й, то есть в конце хода дает плюс 30 союзникам, при смерти замороженного врага дает 57 атаки, и в конце хода наносит полтишок за замороженного врага. То есть это вот максималка, то, что он может. Плюс мы еще можем получить, соответственно, здесь неплохую прибавочку и здесь неплохую прибавочку. То есть урон вырастет здесь сразу на 6. И здесь еще единичка добавится, то есть 7. Ну и, соответственно, что мы можем получить? Это максималка у нас тут будет, получается, 58, да? То есть 58 будет максимальный урон, который мы можем нанести. То, что при смерти замороженного врага он дает атаку, не дает атаку. Ну, неплохо, да, случайному союзнику, с одной стороны, 24, если это тот же самый, например, будет Доминус, там, с доп-атакой кто-нибудь, то вроде как и неплохо. Но, как бы, находясь в первой лиге, конечно же, 24 это мертвому припарка, то есть крайне мало. Можно как-то это пытаться использовать, но... Ну, то, что, да, ХП дает там существам с заморозкой, то есть будет давать, грубо говоря, там 30, да, ХП максималку он. Там, ну и там чуть-чуть добавится. То есть, опять же, это крошечки, из которых, в принципе, складывается победа. Но, опять же, Баррок завязан на морозилке. Много ли морозилок сейчас играет вообще в лиге? Ну, вот давайте посмотрим ради интереса, да. Так, рейтинг берем. Ну, и вот, поехали, например. Кого вот используют вообще? Дроган. Ни одного морозильника. Ну, здесь, соответственно, тоже, понятно, морозилки не будет. И тот же самый Дроган, он тут выгоден, как во всех пачках с Бастет, Вороном и Черлидершей. Вот. Нет морозилки, да, как удивительно. Вот давайте белого мишку посмотрим. Опять же нет морозилки. Ну, действительно, прям вот внезапно как-то, да, вот открываются глаза, что, оказывается, не так-то шибко морозилка и играет. А почему так шибко она не играет? Да потому что долго. Потому что получается долго с тем же самым Виксоном играть. Плюс здесь все пачки практически, заметьте, они все на атаку. Практически все пачки созданы на атаку. И поэтому брать сюда морозилку, это... Ну, короче, этот пет, как и прочие остальные из этой же когорты, то бишь это что Окулус, что Сильван, это все петы узконаправленных пачек. Сейчас никто практически не играет ядами. То есть можно встретить, конечно, в первой лиге можно встретить абсолютно любые пачки. Там будут и Артуры, и Виксоны. Но в первой даже сотни, наверное, вы их не увидите. Потому что там ребята играют на результат. Это я могу себе позволить там на своей, какое там у меня сейчас место. Я вообще на авто сейчас играю. Потому что работа и... постоянно куда-то бегаю и, в общем, на авто играю. И у меня вот сейчас 880. Самое лучшее, до которого я здесь дошел ручками, это 600 какой-то там. По-моему, 620 что ли. Короче, ниже 6 сотни мне реально вот с моей пачкой вот этой, очень трудно играть дальше. Очень трудно играть дальше, потому что элементарно просто у меня не хватает мощи. То есть, мне надо реально пробудить его на 26-м. Чтобы что-то дать, а лучше вообще его уже на 31-м будить, потому что вот это очень важно. То есть, надо реально осознавать силы. Я свои силы осознаю, я могу держаться, в лиге 1, но, к сожалению, ГМ для меня пока как таковой закрыт, а там заниматься там 10-кратными усилениями и еще чем-то я не планирую, да мне это особо и не надо. Как бы я со временем когда-то доползу до ГМа, и все будет хорошо. Но пока есть как есть, и как бы я не шибко, скажем так, расстраиваюсь. Но с другой стороны, я вот играю белым мишкой с Баррогом. Здесь у меня из морозилок это Виксон и Йормун. Кстати, можно Йормуна, в принципе, пару раз поднять бы было.
Потому что здоровьишка ему иногда не хватает, даже с учетом того, что он... Сейчас сделаем. Как раз все равно Йормуна хотел сделать. Вчера из магазина желаний, чтобы мне могло упасть, что самое необходимое для меня? Изюм? Нет. А герои? Тоже нет. Наверное, Эль. Да я с радостью был бы рад Элю. Но нет, мне упало 8 тысяч контрибуций. Притом не мелочевка какая-то упала, там 2503. Максималка упала. Ну, потом зато можно говорить смело, что максималка в игре падает. Пусть не то, что надо, но максималочка упала. Ну, как бы согласен, ладно. Так, сейчас поднимем немножко Йормуна. Насколько он на 2 уровня получится. Ну, вот еще, кстати, 150 будет. Нормально. Вот. Ну и, собственно, что я хотел. Давайте еще, наверное, я даже не знаю, добавим сюда, может быть, Артурку. А вместо кого его добавить? Харон, на самом деле, помогает периодически. Да и Грут нужен, да? Хотя у нас есть немота. Давайте попробуем добавить Артура. Но просто урон настолько крохотный, крохопуличный, что дальше ехать некуда. Ну и пойдем поиграем немножко с Барогом, да, посмотрим, как он вообще выглядит. Ну, это вот постоянное у меня соотношение болтсов. Кстати, неплохо. Кстати, неплохо. Ну, хотя, если он здесь сдохнет... Хотя, если он сдохнет здесь... Давайте попробуем. Ну, кстати, нормально. Еще и заморозили, хорошо. Вот он нанес ему 15 какой-то урона. Блин, ну придется немоту ставить, как бы. Придется немоту ставить. Давайте Артура вот так поставим просто. Он как бы здоровишко даст. Хреново, что он похилился, конечно. Но, с другой стороны... Блин, ну это вообще изврат. Вот. Тварь ты конченая просто после этого. Так. Давайте попробуем так. Конечно, вряд ли что-то получится у нас. Но может, что и выйдет. Посмотрим. Ну, вот эти... Он сдается. Ну, вот эту 15 он наносит, да, за каждого замороженного врага. То есть, у меня пока, как видите, максимальная там 45 урона. Это немного абсолютно. То есть, понятное дело, что того же самого Дрогана взять, например, гораздо выгоднее в этом плане. Кстати, отвратительно, когда он на первый ставит это, а у тебя болтс. Просто ужасно. Это настолько погано, что дальше ехать некуда. Но мы все равно вот так. Блин. Ну, конечно. Конечно, кто бы сомневался. О. Отлично. С одной стороны, отлично. Так. Так. Что нам надо? Нам бы, по идее, просто ему чуть-чуть атаку бы снизить. Пусть он убивает моего этого. Это похрен. 150 прилетело, 150 прилетело. Этот умер. 202, 202. Ну и все. Он... А, нет, не проиграл. Ну, сейчас проиграет. В принципе, без разницы. В принципе, без разницы. Так. Он же проиграет. Так, вот так вот можно сыграть.
Оп, 45 нанес. Победили. Вот за счет Барога, да, сейчас мы что-то там сделали. Ну, еще разок давайте сыграем. Но это, я говорю, это очень, на самом деле, сомнительная тема. Вот, как бы, да. С одной стороны, если прокачаем Барога хорошенько, прям вообще хорошенько, то, может, что и выйдет. Но все равно, но это такие крохи. Такие крохи, что дальше ехать некуда. Так, давайте-ка вот так поставим. Так. А если мы так сделаем? Я еще пока не юзал. Здесь, наверное, не обязательно даже. Так, этот у нас умирает, да? Да, этот у нас умирает. Ну, так попробовать сыграть, в принципе. Ой-ой-ой. Ну ладно, с другой стороны, нормально. Так, а вот теперь можно. Вот теперь можно. Но опять же, заметьте, как они встали. Они ни одну башню не убили. Ни одну башню не убили. Угу. Ну, здесь мы уже проиграем. Вот если бы они эту долбаную башню убили бы, то все бы было по-другому. Ну ладно, сейчас тогда так сыграем. Ой, я в шоке. Ой, я в шоке. Да, ну это, конечно, было эпично, когда он ни одной башни болтса не убил, два болтса и ни одной башни не убили. Они встали просто омерзительно. Ну вот, я не знаю. Ну вот, что еще можно сказать о этом самом Бароге? Что еще можно о нем сказать? Вообще не понимаю. Ну, да, он нам один раз помог как бы выиграть. Один раз он нам помог выиграть, ничего не могу сказать. В остальном довольно... Кстати, пишет почему-то 12-13, при этом у меня забран. Ну ладно. Вот я на нем пока 12 побед сделал. Ну, здесь чуть побольше, понятно. Не знаю, вот жадную Джейн я, например, с одной попытки убить не смог, но я что-то на лиге зажался. И по факту можно ее было там, в принципе, легами убить, но что-то я как-то... Хорошие довольно леги выходили, я их решил оставить на более поздних персонажей. Ну, добью ее в следующей попытке. Это не проблема как раз. Ну, вообще такая башня довольно интересная будет. Ой, башня, яма. Ну, посмотрим. В принципе, скоро добью. И дальше поглядим. Вот, ну, события, как я и говорил, я прошел. Вот потихонечку. Осталось мне тут добить немножко до 6-го, по-моему, сундучка, если не ошибаюсь. Вот. Но в бонус мне падает сплошь мелочевка. И гемы я тоже, к сожалению, так и не увидел. А очень хотелось бы хотя бы 1000 гемов получить. Я бы был очень рад. Но зато рун как бы нападало немало, в принципе. В принципе. Я вот пока все еще на втором месте. 151 тысяча у меня, ну, у первого 204, у него изначально было 190 после полного прохождения. И вот он за это время набрал 14 тысяч. У меня после полного прохождения было 95. Я набрал 60 тысяч с тех пор. То есть, ну, опять же, к везению, да, все относится.
Ну, посмотрим. Меня вполне могут обогнать. Я не особо от этого расстроюсь. Да, конечно, хотелось бы получить хотя бы тысячонку легендарных. Но если еще раз с рунками повезет, там либо в бонусном, может, упадут, тогда есть какие-то шансы. Вот. Ну, а что касается, опять же, Барога, это очень узконаправленный герой. Все завязано на заморозку. То есть, готовы ли вы играть героями с заморозкой? Потому что, ну, например... Так... Где у нас там? Вот фильтр. Заморозка. Вот мы смотрим героев с заморозкой, которые у нас есть. Это Йормун, это Виксен, это Ундина. То есть можно что-то сделать. Это тот же самый Артур. Это Иштмала, в принципе. Ну, Иштмала не прямая заморозка. То есть, поэтому от него зависит. Если его ударят, будет заморозка. Не ударят, не будет заморозки. Вождь, ну, это разовая заморозка. Айсберг, но его вообще никто не использует, герой не играбелен фактически. То есть, вот Фрост играют, да, то есть, но это надо много порядка иметь в пачке. Та же самая, например, Мисс Лапен может что-то сделать. Медуза, ну, тоже, опять же, разовые заморозки. То есть, в принципе, героев с заморозкой хватает. Но вопрос в том, что будете ли вы их использовать. Вот что. Хольду вообще не вижу. Да и плюс она тоже от того замораживает, когда атаковано. То есть, опять же, это не прямая заморозка. То есть, прямая заморозка это у нас раз, грубо говоря, два. Но опять же, с условием, что ты попадешь по генералу. То есть, раз 100 пудов будет заморозка, ну хотя бы одна, это два. Опять же, 100 пудов, ну разовая заморозка. А по большому счету, вот, Йормун, Артур. И Мисс Лапен тоже такое себе, она только реакцию морозит, если в ряду никого нет, соответственно, ни хрена никакого эффекта не будет. Надо, наверное, тогда как-то больше существ немножко с заморозкой, чтобы было какое-то разнообразие, а здесь маловато пока будет, маловато. А брать его чисто, чтобы он там, ну, допустим, вы вот играете, у вас там, ну, топ-пачка, да, допустим, и у вас в нее входит только Йормун. Это две заморозки, это на максималке 100 урона. Вы с того же самого Дрогана получите в 1000 раз больше урона. Поэтому, как я и говорил, я повторюсь. Есть три основных пета. Это, ну, абсолютно неважно, на какое место я кого ставлю. Тут они равны, скажем так. Это Дроган, это Волк и это Глиди, которые работают с любыми пачками и со всеми варлордами. Все остальное, Окулус, Сильван, вот этот Барок, это все узконаправленные пачки. Яды, блоки, заморозки. Что-то, так и не смогли себя полностью реализовать. Я не видел пачек, подогнанных под это. Сам пытался собирать под яд тот же самый. Ну, у меня нет Сильвана, но я примерно предполагал, как это будет выглядеть. Ну, то есть, под блок это тоже, в принципе, печаль. То есть, каждый третий ход, во-первых, он вообще замешан на то, чтобы там атаки давать блоком. Каждый третий ход дает ему и там еще блока немножко. Ну, из блока мы кого в основном берем-то, ё-моё. Из блока у нас часто реально встречается. Это этот только. Так, сейчас уберем заморозку. Где он? Вот кто у нас постоянно с блоком только встречается. Кабас, хозяин пустоши. В принципе, все. Ну, там эти понятно, что порядковые пачки вот Ангелию с собой берут. Но по факту нет. То же самое с ядами. Кто у нас из ядовиков играет? Мелия. Кто еще из ядовиков играет? Ну вот давайте опять же ради интереса посмотрим. Яд. Кто из ядовиков играет? Ну, Флос периодически. Мелия. Иногда встречается Коба. Крайне редко встречается. И то же самое Баран. Тоже крайне редко. Окей. Давайте блок посмотрим. Где у нас там блок? Иммунитет. Вот блок. Давайте посмотрим, кто у нас из блока играет. Вот, как я и говорил, играет Кабас. Здесь нет блока. Это неуязвимость. Ну, вот играет, да, Грут. Не спорю. Все остальные не играют персонажи. Ну, Ангелия, как я и говорил, в порядковых пачках. Остальные не играют. Так, блин, вы даете героев, ну, точнее, вы даете питомцев, но не даете героев к питомцам. Ну, мало будет. Брать одного Кабаса и ради него ставить Сильвана, там, ну, этого Окулуса, или брать там одну Мелию эту, бедную, несчастную, и ради нее ставить Сильвана,
Вам не кажется, что это извращение? Сработало отравление, не исцеляет на 10 там, союзного варлорда. При смерти отравленного врага наносит 12 вражескому генералу. Это все здорово, там дает минус отравленным врагам. Это все прекрасно. Но по эффективности все эти питомцы все равно не сравнятся с Дроганом, Фенриром, там, как его, да, Фенриром и Глиди. Ну, не сравнятся, ну как ты не старайся. Поэтому, ребят, у нас теперь ввели такое, видите, как духовная связь, поэтому все равно как бы все, конечно, нужны питомцы, их надо качать тут, потому что 10 уровни, потом 20 уровни. Ой, это не совет, это вот как лично делаю я. Хотите, делайте так, хотите, делайте по-своему. Я вот играю в основном Дроганом. Я вот догнал Дрогана до 16 уровня на данный момент, там скоро начну гнать на 21, хотя там не сильная прибавка будет, вот 25, 20, 30, на 21 там будет 30, 26, 36. Пусть она не такая сильная, но все равно питомца мне качать надо. И я основным питомцем выбрал Дрогана, хотя, как видите, у меня есть и Фенрир, и Глиди, и вот Фенрир у меня уже до 9, надо его на 10 все-таки будет загнать как-то, потому что он опять же пригодится для связей. Кстати, по-моему, пригодится тому же самому Барогу. Да, пригодится тому же самому Барогу. Вот. Остальных питомцев я покупаю, ну, во-первых, потому что я хочу собрать полную коллекцию, я куплю со временем этого Сильвана. И, во-вторых, потому что мне Барог просто был нужен элементарно для духовных связей на, соответственно, моего Дрогана. Вот и все. Если у вас никого нету, то не надо хватать Барога, потому что он новый. Нет. Выберите одного из тех питомцев, с которым вы планируете играть, там, ну вот опять же Дроган, Фенрир, Глиди, и играйте с ними. А всех остальных уже по мере возможности докупайте. И при том желательно, конечно же, после того, как вы приобретете уже основную тройку. И после этого можно вот этих допов покупать, которые по большому счету ничего не привнесут для вас, кроме здоровья вашему генералу, конечно же. Это приятно, поэтому ну, надо стараться. Вот особенно синьку ту же самую забирать. Там есть задание на нее. Забирайте эту синьку, и все будет хорошо. Кстати, по-моему, у меня на него охота там, да, должна быть бесплатная, если я не ошибаюсь. Где он там? Да, вот начать охоту бесплатно. То есть, поэтому, как бы, вот мое такое мнение. Как вы будете играть, это, конечно, лично ваше дело. Хотите первым покупать Барога на здоровье. Сейчас, тем более, надо ждать, да, долго питомца. И как бы это для многих утомительно. Поэтому вот взял Барога и начал под него кроить пачку с заморозками. Но я вам показал заморозчиков, так что вряд ли вы далеко продвинетесь с такой пачкой. Ну, опять же, выбор за вами, ребят. Я постарался показать его прям сильные стороны Барога. Видели, он даже нам одну игру выиграл. Это ж круто. Вот. Ладно, и так уже видео растянул. Все. Спасибо всем, кто посмотрел. Подписывайтесь на канал. Заходите в телегу, заходите в ВК. Всем отличного настроения. Пока-пока, друзья. Пока.